Под действием поля гравитации происходят изменения в телах, и они падают на Землю. Но каковы эти изменения, и можно ли как-то воздействовать на них, чтобы устранять тенденцию к падению и получать эффект обнуления веса? Решение этой задачи является достойной человеческого интеллекта. Однако некоторые исследователи считают ее неразрешимой. В чистом виде антигравитацию создать невозможно. Можно создать силы, которые будут противодействовать гравитации. Ну, точно так же, мы же не говорим про самолет, что он летает на антигравитации. Мы говорим о подъемной силе. Способов создания подъемной силы может существовать много, несколько. Например, если мы над каким-нибудь блоком устроим эфирный вихрь, то он будет его поднимать вверх, хотя, может быть, даже и виден не будет. Возможно, что в этом лежит какая-нибудь будущая технология. Антигравитации нет. Нет, да. Она универсальна, поэтому любая форма, даже антивещество и обычное вещество также создает гравитационное поле одинаково, равноправно. То есть можно считать иллюзией мечту о достижении, о постройке неких аппаратов, которые могли бы перемещаться за счет обнуления веса. Ну, то есть, согласно нашим воззрениям на сей день, таких аппаратов не может быть. Да, да. О тяготении знают все. Но какова истинная причина падения тела на Землю, не знает никто. Необходимо было найти такое решение проблемы тяготения и построить такую модель его формирования, которые бы опирались исключительно на достоверно установленные экспериментальные факты. Только в этом случае можно рассчитывать на быстрое освоение новых способов преодоления тяготения. Открываются и другие перспективы. Об этом наш фильм. Стремление подобного соединяться с подобным постулировалось еще первыми греческими школами. Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит. Появление системы мира по Копернику породило справедливый вопрос о причинах, удерживающих планеты на их орбитах. Кеплер считал, что в случае движения планет причина тяготения заключена в Солнце и аналогично магнитному притяжению. Ньютон находил бессмысленным действие на расстоянии без помощи посредника, но всегда отказывался публично выражать свое отношение к природе силы тяжести. Эйнштейн объяснял гравитацию искривлением пространства-времени. Он предсказал ряд важных эффектов, но не ответил на главный вопрос: что конкретно искривляется и почему. Во все времена исследователи стремились понять, что стоит за видимой стороной явлений, какие процессы обеспечивают явления и как формируются физические свойства. О перемещении воздушных масс можно судить по движению облаков. Течение воды становится видимым, если в воду добавить мелкие частички. Гравитацию можно обнаружить, наблюдая за падением тел на Землю. Это макроэффекты. Сами же явления формируются в глубине материи, где-то на атомарном уровне. Но как увидеть эти процессы? Как рассмотреть? Ведь расстояния между атомами исчезающе малы, а их собственные частоты практически недоступны для современных приборов.
Простой, но эффективный способ – это моделирование через наложение на систему адекватной для восприятия интерференции. Способ создания на любом теле интерференционной картинки, которая в зависимости от несфазированного состояния тела сползает в ту или иную сторону, это способ объемной демонстрации направления действия силы. Потому что тело, это следует гипотезе, что тело стремится сохранить в себе интерференционную картину в целостности, начинает сползать за этой смещающейся картинкой. В данном случае она там может напоминать паука, или там может напоминать еще какие-то сложные конфигурации, если картина сложная создалась. Но она показывает в объеме возникновение движения. И если этому движению есть противодействие, то возникает усилие на преграду. То есть такой наглядности не могут похвастаться никакие другие методы иллюстрации. Принцип простой. Осцилляторам присваивают частоты и наблюдают, как возникает энергетический каркас из стоячих волн. Появление сдвига фаз или разности частот приводит к деформации этого каркаса, к искажению внешнего поля интерференции и к реакции системы. Система пытается уйти от деформации либо через направленное движение, либо иным способом. Именно так были открыты сжимание стоячих волн, спайдер-эффект, сферозвуковая интерференция, а также установлены причина инерционности, причина движения, причина падения тела на землю. Нет, вы не ослышались. Именно причина падения, то есть причина тяготения. Но все по порядку. Вопросы движения вообще, любого движения в природе, равно как и вопросы тяготения, то есть почему тела притягиваются друг к другу, естественно, интересовали людей с древних времен. Но поскольку наука как сфера деятельности человека появляется в период древнегреческой цивилизации, то, естественно, и первые соображения о природе этих явлений высказываются учеными еще в тот период. Конечно, в тот период сказать что-то более конкретное об этих явлениях было трудно, поскольку люди имели достаточно усеченное представление об окружающем мире. Вопросы притяжения, они рассматривались тоже достаточно просто, потому что все тела падали на поверхность Земли. Что Земля не круглая, это тоже все считали фактом установленным. И просто это явление природы. Вот так вот должно быть. То, что тела притягиваются друг к другу, то, что есть какие-то космогонические явления, эффекты, об этом, конечно, не говорилось. Движение тел по небосводу, планет по небосводу, конечно, рассчитывалось, но это опять-таки были некие законом уложенные эффекты, явления данной природы. То есть тяготение как таковое, оно относилось к тому же движению. То есть есть разные виды движений под действием разных тел. Мы бросили ли тело рукой, вокруг тела образуются эти процессы. Тело ли падает на землю, так заложено природой. Галилей ввел в физику эксперимент как средство познания. Его трудами были заложены основы для создания механической картины мира. Галилей впервые сформулировал закон инерции. Опытным путем он установил, что ускорение свободного падения тел не зависит от их масс. Опираясь на достижения предшественников, Ньютон сформулировал основные законы механики, среди которых был и закон всемирного тяготения. Эти законы хорошо согласуются с экспериментами, но не раскрывают физической сути явлений. Все они были найдены либо интуитивно, либо методом подгонки. Но так было 300 лет назад. А что изменилось? За прошедшее время официальная наука так и не ответила на главные фундаментальные вопросы. Какова природа инерционности? Что есть движение? Какова природа тяготения? Что из себя представляют электрические и магнитные поля? Что есть пространство и чем оно заполнено? Но не все ели свой хлеб даром. В 1915 году Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности,
в которой особое внимание уделил проблеме тяготения. Для объяснения механизма он предложил оригинальную модель. Присутствие вещественных масс заставляет пространство искривляться. Искривление вынуждает тела дрейфовать друг к другу, а также допускает вращение вокруг общего центра масс. Эйнштейн не дал ответа на вопрос, что конкретно искривляется и каков механизм, но его модель до сих пор считается основной. Анатолий Алексеевич Лагунов выявил недостатки в теории Эйнштейна и предложил отказаться от идеи искривления пространства-времени. Он разработал новую теорию и назвал ее релятивистская теория гравитации, РТГ. Наша точка зрения, она, может быть, такая естественная была и во многом традиционная. Мы же привыкли к полям физическим. Поэтому предположили, что давайте тоже пространство оставим как было, то самое неискривленное пространство, а просто будем считать, что есть гравитационное поле. И гравитационное поле наподобие электромагнитного. Это электромагнитное поле ведь действует в нашем пространстве, да? Оно, вообще говоря, даже ничего, скажем, ничего не зависит, и существуют вот фотоны и так далее, все эти. Давайте также рассматривать и гравитацию. Что есть гравитационное поле в этом пространстве. Но оно только универсальное. Если, допустим, электромагнитное поле действует только на заряженные частицы, на нейтральные не действует. А гравитационное универсальное на все одинаково действует. Вернуться к ферродинамической модели предложил Владимир Акимович Ацуковский. В его работах тяготение объясняется наличием в пространстве двух факторов – тока эфира и его температурного градиента. Если мы посмотрим, как распределяются у массы температуры, то видно, что около массы, вблизи массы, температура относительно той, которая есть в общем пространстве, падает. И дальше она начинает постепенно возвращаться по удалению вот к той температуре, которая характеризует эфир во всем мировом пространстве. Но давление в газе пропорционально температуре. Поэтому точно таким же образом меняется и давление в эфире относительно, так сказать, вот свободного пространства. Тогда любое другое тело, попав в этот градиент температуры, соответственно, градиент давления, начинает испытывать с внешней стороны силу большую, с внутренней стороны силу меньшую. В ритмодинамике упор делается на способность гравитационного поля изменять фазовые и частотные параметры тел на атомарном уровне. А притяжение объясняется реакцией, направленной на восстановление нарушенного состояния внутреннего комфорта. Тяготение в ритмодинамике рассматривается как один из видов движения. Полагается, что и свободное падение, и перемещение в открытом пространстве имеют единую причину. Поэтому без решения проблемы движения о тяготении говорить трудно. Но тогда что есть движение? Какие процессы формируют движение? Каков механизм? Увы, но у современной науки до сих пор нет ответа на эти вопросы. Значит, с точки зрения движения, это вообще фундаментальная тема. До сих пор конференции прям так и называют иногда, когда созывают о проблемах движения. То есть движение – это такое фундаментальное понятие, которое полностью, ну не то, что оно сейчас не объяснено, а полностью его, наверное, и не удастся объяснить. Но опять же, даже не объясняя, можно создать модель, причем псевдообъемную, в данном случае, если делать ее на компьютере, и демонстрировать особенности движения. Итак, движение. Чтобы изменить скоростной режим, необходимо приложить силу. Но мало кто знает, что на скорость можно влиять и другим способом. Например, через сдвиг фаз изнутри системы. Вот этот момент. В системе появился сдвиг фаз.
А вот и конкретный эксперимент, в котором система поплавков перемещалась исключительно за счет управления сдвигом фаз изнутри. Исследования показали, что независимо от типа волновых связей, линейный сдвиг фаз заставляет систему менять режим движения. Подтверждение этому найдено и в живой природе. Самым необычным и странным образом перемещаются те организмы, которые не имеют ни ложноножек, ни жгутиков, не используют радиоактивные струи, какой-то там слизь не выделяют, а движутся все-таки. Такими организмами, например, является, как нам было раньше показано, навикуля, водоросль навикуля, и который может менять свое движение буквально противоположно и движется в одну или другую сторону. Водоросль осциллятория, сине-зеленая водоросль. Но мы вот провели анализ, и, возможно, таким же образом движутся, видимо, григорины, которые паразитируют в кишечнике насекомых. И таким же образом могут двигаться, видимо, некоторые не сперматозоиды, а спермии, то есть те клетки половые, которые не имеют жгутика. Например, спермий у аскариды. Он напоминает такой треугольник, который движется вперед в одном направлении. Видимо, опять из-за того, что вибрируют его концы с разной частотой. Но вернемся к эксперименту. Заметим, что мы не оказывали действия извне, то есть не прикладывали традиционные усилия, как в случае с машиной. А система отреагировала на сдвиг фаз и пришла в движение. Ближайшая аналогия – серфинг. С той лишь разницей, что наши источники сами создают волну, сами смещают ее и сами по ней перемещаются. Но заглянем в микромир. Броуновское движение, где молекула воды – это атом кислорода и два атома водорода. Наличие между ними фазочастотного градиента является главной причиной их постоянного самодвижения. Молекула воды обречена на движение, и для этого ей не требуется действия извне. Если на молекулу наложить интерференционную картину, то деформация становится видимой. Теперь мы понимаем, что взаимодействующие атомы сами являются причиной нарушения собственного равновесия. А движение – это естественная их реакция, направленная на восстановление нарушенного покоя. Иными словами, система сама себя движет. Такой подход к объяснению движения ставит в тупик некоторых сторонников классических представлений. Но с точки зрения волновой механики все правильно. Самодвижение молекулы воды действительно может происходить за счет внутренних сил, но только при условии, если система является открытой и взаимодействует с волновой средой. Этот вывод очень важен, так как именно он способен пролить свет на проблему тяготения. Но спустимся с небес на землю, чтобы наконец-то прояснить ситуацию с тяготением. Современная наука практически ничего не знает о природе тяготения, кроме факта, что оно есть. До сих пор тяготение
наряду с инерционностью и способностью тел перемещаться в пространстве, считается врожденным свойством окружающего мира. Никто толком не знает, как изначально эти свойства возникают, откуда они берутся и как зарождаются. В этом смысле и движение, и инерционность, и тяготение на карте научных достижений являются белым пятном. С появлением ритмодинамики стало возможным углубить наши знания о многих явлениях природы. Но мы затронем только одно из них – тяготение. Да вообще беда с объяснением и с демонстрацией в физике и в смежных науках, физической химии в частности. Вот. Ритмодинамика, она что делает? Это прекрасный иллюстративный материал, который показывает или обнажает механизмы действия сил, механизмы возникновения усилий, механизмы фундаментальные, такие как движение, создание инерционности, потом механизм гравитации или создание тяготения. Как бы если вот так вот красиво рассмотреть, когда становится понятен сам механизм гравитации, то сразу первое же следствие, первое желание человека – овладеть антигравитацией с практическими целями. Безусловно, гравитационное поле является первопричиной тяготения. Но какие при этом параметры изменяются в телах под действием поля? И на каком уровне организации следует искать эти изменения? Обратим внимание на ключевое свойство гравитации – смещать частотные характеристики атомов в красную сторону. Это эффект гравитационного красного смещения, который был обнаружен вблизи массивных звезд и у поверхности Солнца. В условиях Земли такое смещение крайне мало, поэтому его удалось зарегистрировать только в 60-м году прошлого столетия. Для этого использовалось явление упругого ядерного резонанса, открытое Мерцбауэром. В экспериментах с источником гамма-квантов и приемником было установлено, что частота атомов, находящихся у поверхности Земли, меньше частоты идентичных атомов, удаленных от поверхности. Гравитационное поле смещало частотные характеристики. В другом эксперименте с атомными часами было показано, что темп хода времени у поверхности и на удалении от Земли различен. У поверхности часы шли медленнее. Вывод. Атомы чувствуют гравитацию и реагируют на потенциал поля изменением частоты. Но заглянем вглубь вещества. Любое тело представляет собой объемную систему взаимодействующих атомов. Геометрия системы такова, что всегда есть атомы, которые ближе к поверхности Земли и которые дальше от нее. Поэтому и между атомами возникает пусть малое, но конкретное рассогласование частот. Градиент частот. Величину этого градиента легко подсчитать, если параметр высоты h заменить на расстояние между ближайшими атомами. Для условий Земли, где ускорение равно 9,8 метров в секунду в квадрате, градиент составляет долю герца в 8-м знаке после запятой. Впервые получив этот результат, автор испытал состояние шока. Трудно было осознать, что главной причиной тяготения является практически нулевой частотный градиент. Такого простого объяснения еще никто не предлагал. Но именно в простоте кроется мудрость природы. В науке, чтобы постичь эту простоту, зачастую нужно пройти очень долгий и сложный путь. Я давно знаком с Юрием Николаевичем, внимательно слежу за его теоретическими исследованиями,
И для меня оказались неожиданными те новые результаты, которые он получил. Он занимается вопросами в такой области, которой многие считают, что это очень скучная и неинтересная область. Но именно в этой скучной и неинтересной области он открыл совершенно неожиданный и потрясающий эффект. Этот эффект он назвал как эффект Спайдера. Спайдер-эффект. И, значит, при внимательном рассмотрении, осмысливании этого эффекта обнаруживается, что если мы попытаемся, вот те новые мысли, которые он вложил, новые идеи, и попытаемся с этих позиций взглянуть на новые, по-новому, на такие фундаментальные понятия, как сила, движение, то мы оказываемся, в своего рода шоке. То есть взгляд совершенно новый, взгляд неожиданный. То есть он приводит в замешательство тех людей, которые знакомы с обычными стандартными понятиями движения, сила, скорость. Тут уже нужно по-новому смотреть на эти вещи. Но посмотрим, как формируется тяготение. Для этого на систему атомов наложим интерференционную картинку. Между разноудаленными атомами имеет место разница в частотах. Появляется векторная деформация в виде спайдер-эффекта. Система стремится уйти от деформации и начинает дрейфовать за сползающим полем интерференции, то есть падать. Деформация исчезает и наступает состояние внутреннего покоя в условиях движения с ускорением. Если систему удерживать, то возникает действие на препятствие, называемое весом. Но зададимся простым вопросом. Что произойдет, если мы каким-то и пока для нас гипотетическим образом уравняем частоты? По логике, внутренняя деформация исчезнет. Система перестанет действовать на препятствие и потеряет вес. Если такую систему отпустить, то она станет парить в пространстве, ни на что не опираясь. Едва ли можно сразу поверить, что и здесь все так просто. Тем более, что в современной научной среде укоренилось мнение, будто решение задач такого уровня находится за пределами возможностей человеческого интеллекта. Но теперь мы перед фактом. У тяготения найдено новое качество. Обычно теория описывает все количественно. Естественно, стремясь, чтобы это совпало с экспериментальными данными с достаточной степенью точности. А ритмодинамика позволяет на это взглянуть качественно. То есть количественная оценка – это инженерная оценка. Качественная оценка – это оценка как бы физика или даже философа, то есть который просто пытается понять мудрость этого бытия. И поэтому качественная оценка очень важна для усвоения всех действий в природе. Потому что если человек, допустим, точно знает цифры, какова величина этого ускорения, там 9,8 метров в секунду, и точно знает его изменения в зависимости от каких-то условий, то это дает ему всего лишь описательные силы. Если же он представляет на качественном уровне воздействие, то он уже может мнить себя хозяином. Он может воздействовать на этот процесс, он может подумать и придумать способ, как обойти это воздействие. В данном случае качественное понимание, оно углубляет знания. Хотя количественно там никакой разницы не будет. Цифры останутся теми же. Эксперименты будут внешне выглядеть так же. Речь идет только об несколько иной точке зрения, об качественно другом восприятии одних и тех же явлений. Теперь у нас есть простая модель формирования тяготения. И кажется, что мы хоть завтра можем поставить простой эксперимент по достижению антитяготения. Следует только уравнять частоты. Но это кажущаяся простота, реализация которой обойдется человечеству не в 1,1 миллиарда долларов.
Однако в случае удачи, а в этом нет сомнения, никто во Вселенной не сможет сказать, что мы, люди, ущербнее представителей других цивилизаций. Но подведем итог. Ритмодинамический метод представления процессов позволил нам приоткрыть завесу над многими таинствами природы, в том числе и над тяготением. По сути, открыта новая страница в истории науки, посвященная освоению гравитационных технологий. Теперь каждый, в меру природного интеллекта и финансовых возможностей, может вписать в эту страницу свое уникальное имя. И это только начало. Перед нами путь длиной в бесконечность. Удачи нам!